ломятся. Все еще 400. Вот и я опять все. Вот и я. Вот я опять. Ну что, маячник, все в порядке? Да? Так, маяк вел себя хорошо. Ну, это наглость, я считаю. Да? Вот и настрой. Слушай, я, как вестимо известно, рыбачник. Мой промысел — рыбку ловить и продавать страждущим. Ты, поскольку у нас новичок, маячник, думаю, тебе... Ага, то есть он будет мне ее продавать. Я думаю, на халяву будет мне ее давать. Что еще продаешь, кроме рыбы? Да, как-то о таком еще не думал. Я ж не магазинчик. Так, по итогу. Давай купим у него Вот сразу удочку рыбы. можешь купить. И я могу сам ловить. Да. М. Хм. Ну, по идее, если я смогу сам ловить рыбу, то это выгодно. Ну, и как Мгм. будто, я не знаю, вот талисман... Если тут все построено на суевериях, то я думаю, иметь такие бонусы — это выгодно. Так, у меня еще осталось $30. Ушицы возьми. Но эти бесполезны абсолютно. По одной, да. Ну, типа они дешевые. Не, я имел в виду... Ну, не бесполезны, я не так выразился, они идентичные. Что-то не знаю, почему-то бесполезно. Так, может еще? Что с ценами? Так это... Блин, я сюда, что ли, добралась? Так, ладно. Давай. И делай. Во, перк сознания с открытым уменьшает расход сознания в темных местах. Съешьте предмет... Ага, ну понятно. То есть это как в Don't Starve. Психика так Да, потому что ничего не называемая. интересного. Кто-то зовет опять. Ну нет. Ну нет, так нет, отключай. Нет, так нет. Прости, отвлекся. Вчерашняя история с наркотиками тут в порту всех на уши поставила. Так-то целуй мне ноги, пес. А я раскрыл это дело. Мне никто ничего такого не припомнит. Говорят, новые инструкции тебе... Готовят новые инструкции. Да, извиняюсь, сейчас я попью. Больше смотрителей добровольцев найти не получилось. Так что ты все-таки будешь работать один. Я справлюсь один? Я справлюсь Я один. справлюсь один. Щенки. Больно много ты о себе думаешь, но выбора у тебя теперь нет. Придется справляться одному. Но если так и дальше пойдет, то ты будешь на моем месте. Так, охрана поймала. О, настоящий шок вызвал Эмбер, новый наркотик. Заражающий улицы Блэкфорта. Нам лишь предстоит узнать, с чем мы столкнулись. Тем временем пост береговой охраны на острове Дип Крик был усилен. Дипсик. Деньги платят, по крайней мере, хорошие. Курьер завтра приедет с новым продуктом. Еще вопросы. На маяке закрыты. О, да. Да, ключ от генераторной рабочих. Я прошу привезти его. Тебе завтра нельзя, чтобы маяк случайно погас. А сразу нельзя было. Как открыть силу комнату, я не знаю. Возможно, тебе лучше поспрашивать местных наверняка. Вон кто. Ну, короче, ключ у местных. Только это ж собственность порта. Ну да. Откуда? Почему ты не знаешь, а? Ну, потому что он пес усатый. Получилось выяснить, что за незнакомец был. В моем мире это было... Ага, в моем мире это было твое разыгравшееся воображение. Понятно. Техники говорят, что канал открыт, и любой может залезть. Наверняка это какой-нибудь радиолюбитель решил развлечься. Понятно. Вот это настрой давай. Может, все-таки перестанешь быть таким худшим? Ты чё, пес, я единственный твой работник. Мне кажется, он хочет сам сюда приехать. Ой. Ты там семье не хочешь позвонить? Так, по итогу надо с местными пообщаться. В окошке посмотреть, И да? профессионально игнорить, да? Да. Во, смотри, вот так делается. Я в курсе, как это делать. В курсе, а я-то не в курсе. Ой, Кидаешь криво. кидаю идеально. Рано. Нет. Что ты мне рассказываешь? Я идеальный. А как ее снять? А, Кто ладно. сказал насчет идеального? Но я не знал, как ее снять. Теперь знаю. Может, хватит ей подсвечивать? Рано. Ну, сейчас рано, согласен. Оп.
Короче, не хочет он Все, ловить. все, рыбу выловил. Мгм. В море больше рыбы не осталось, сюда больше не будут ходить. Ну, по итогу у меня вот одна, две рыбешки. Ты чё? Это шнит, те, которые ты поймал. О, вон она чё. Можешь ее, кстати, переставить. Да, на она, место. я увидел, она пойдет со мной. Давай здесь стой пока. Так, тут что? Бу-бу-бу-бу. Так, ну это картинка маяка, это подарок, это надо оставить. А, вот, смотри. Это то, что я Ушибка, да? купил. Поймал, скорее всего. Купил и поймал Что-то тогда, да. Типа много рыбы две так ухи, и попадает. вот я часть поймал. 3 рыбы. Нормально. Так, давай посмотрим, что здесь. Ну, это новый день начать. Новый ночь. Ну, ты понял, новая рабочая смена. Здесь что? Смотри. А это... Механизм вращения. Ну, как он встанет, тогда и подергаем за ручку его. Мгм. Так, вопрос в другом. Как в деревню сходить? Ну, как они тебе сами приходят? В окошке можешь посмотреть. Ага. Тут лес, Тут там ничего что не изменилось. интересного. По деревне что за изменения? Все умерли. Конец игры, получается. Это все вымерли. Это понятно. Я еще и всю рыбу выловил. И вообще... Ладно, давай семье позвоним. Какая там волна? 237. И 234, кстати. Привет, семья. Прости, я уложила мелку пораньше, она сегодня какая-то уставшая. Так утро. Или это как работает? У меня Это есть ты вчера только ж должен был вечер. позвонить. Нет, у меня есть только вечер, получается. Ну да, ты же день отцепной. Да. Ну, сутки через сутки Она еще работаю. работает. Вернее, сутки в сутки. Сутки в сутки. Платят, конечно, мало, но Как ты? так, у меня все Ничего себе, хорошо, 2 могло дня быть 400 лучше, пытаюсь баксов. выжить. Ничего себе ты. Ну, Да, давай не так будем мало. их расстраивать, типа, у меня все хорошо. Знаешь, слышишь ты, у нас объявили комендантский час. Нет, не слышал, я тут в кайфую вообще. Это, конечно, ничего страшного, Мелка все равно ложится спать раньше. Меня больше пугают мародеры, которые начали громить магазины по ночам. Почему люди такие злые? Почему не могут поддержать друг друга в сложной... Вот хороший вопрос, кстати. Ну, вернуться я точно не смогу, но держись, все будет И все хорошо. хорошо точно не будет. Заткнись. Я надеюсь, все скоро кончится. Что-то случилось на автомагистрали и движение перекрыли. Продукты теперь кораблями привозят. Если еще это прекратится, городу конец. Ночь уже почти началась. Я сильно устала за сегодня. Пойду тоже отдохну. Удачи тебе, дорогой. Целую. Целую за меня мелкую. Люблю тебя. Все. Теперь фотка живет здесь. Вообще 232. Волна, кстати. 232,6, да, здесь 232. Ладно, видимо, На там есть... 234 нашел. Важно. Видимо, там есть эти погрешности. Ну, давай. Ну, погнали. Ночь вторая. Говорит шеф, у меня новости от береговой охраны. У них подозрение, что наркотики этой ночью будут доставлены грузовым судом. Я уж думал, они меня подозревают. Это было бы просто идеально. Теперь все грузовые корабли надо отправлять в порт береговой охраны. Они и дальше сами будут с ним разбираться. Ну, куда проще. Корабли необходимы в порт охраны. Если порта нет в бланке, просите Блэкфорд. Все грузовые корабли проводить на станцию береговой охраны. Мгм. Дип-крики. Получается, если он не грузовой, мы их можем отправлять в нужный им порт, либо Блэкфорд. Да, Надо да, запомнить. да. Берясь из бланка, смотри на большие суда с контейнерами. Все грузовые, значит все. Что за желание покопаться в инструкциях? Как обычно, я буду проверять за тобой и смотреть на... и смотреть жалобы на тебя. Ой, ты заткнись.
И начать штрафы. Сильно. Не понимаю, как ты все, иди в свою санину дальше. Ну, сами Русь. Что за вторая инструкция? Это, я Хороший ж второй раз вопрос. печатали план. Посмотри. А, вот типа грузовых. Грузы на колесные, тяжелых, баржа, грузовые, Баржа. перевозка. Ну, хорошо, в целом. Давай смотреть. У тебя что-то случилось с механизмом вращения. Поднимись на башню и пересети его, иначе все корабли могут увидеть свет. Постучали. Постучали — это когда тук-тук, а не когда ломятся. Фонарик достань. Но отсюда как будто бы все Я тут спокойно. закроюсь и не вылезу, да? Да. Еду голубями присылайте. О! Ух уж эти хулиганы. А там ничего не было. Мгм. Как будто. Как будто. Все в порядке. Так, кораблик. Нащупал. Каждую ночь в 3:10 я слышу, как они входят. А куда входят, простите? Не скрипят половицы, не лопают двери. Просто присутствие, воздух становится другим. Если ты лежишь тихо и делаешь вид, что спишь, они уходят. Но если хотя бы шевельнешься, шум эфира. Частоте нет, шум эфира, частоте. Оп, тоже вот что-то было. Скорее всего, кстати, на секретной концовке можно выехать путем вот таких вот радиоволн. Прием, на связи капитан Дрейк. Хочу узнать, как дела. Ты каким-то образом поддержал... ты каким-то образом поддержал меня в ту ночь. Когда я позвонил в первый раз, я уже был готов плюнуть на все и отправиться в порт. Но поговорил с тобой и решил еще один круг по островам сделать, и, как выяснилось, не зря. Спасибо, это приятно. Я уверен, что если каждый будет Я уверен, что если каждый будет делать хорошо свою работу, то мы справимся с этим сиянием. Нам нужно понять, кто покрывает этих наркоторговцев в порту. Если придет кто-то подозрительный, проводи его в Дип-Крик. Но я думаю, тебе уже передали инструкцию. Сейчас мне... Так. Что-то выяснили. Что за наркотик? Почему я должен принять? Мгм. Называется Эмбер. Страшное зло. Скажу я тебе, блокирует почти всю нервную систему. Но дает нечеловеческую силу и ощущение радости и безнаказанности. Под Эмбером невозможно себя контролировать, агрессия повышается. Очень опасное вещество. Инструкция. После допроса тех пиратов выяснили, что наркоторговцы в своей схеме используют грузовые корабли. Мы не таможня, мы не можем проверять абсолютно все корабли. Попытались хоть как-то ограничить поток. Тебе рекомендую следить за всеми, мало ли где будет подозрительное что-то. Пока нет, они, тупые исполнители, получили груз и не встречаясь с заказчиком. Украли судно, чтобы не привлекать внимания, должны были выгрузить тоже без встречи с следующим звеном цепи. Так. Ну, этого мы знаем. Он... он идет в Дип Крик. С чего так резко замолчал, кстати? Физические помехи принял. Спасибо, прохожу в порт. Свяжемся. Хорошо. Ладно, кто-то там ломится. Все-таки надо было узнать, что там с ним. Паутины понавешали. Опять местные решили познакомиться. Угу. Тут никаких нет больше. За дверью никого нет. Я же слышал, как стучали. Вот кто стучал. Шум. И все еще здесь. Посмотрим, из какого-то теста сможешь спасти тех, за кого взялся нести ответ. Сможешь сохранить свет? Ведь в тьме я буду ждать тебя. Сможешь спасти их?
Так, ну вроде все в порядке. Без помех. М, Не стану скрывать, я немножко испугался. Здорово. Рядом с моей комнатой такая тьма плотная была, я уж испугался, что фонарь мой погаснет. Я староста Аутсмунте. Вы простите, что беспокою, не было в эфире корабля с... не было ли в эфире корабля... Пока что не понял. Блин, я не хочу как бы тебя расстраивать, но я увидел его призрак во тьме. Ох, не к добру, извините, смотритель. Я беспокоил, мне надо кое-что проверить, я пойду. Не сейчас, смотритель, не сейчас, времени мало, я побегу, удачи вам. Ну и вам тоже. Ну, другое интересно, он маяк-то не повредил мне? Повредил. М, $4. Да, кстати, давай посмотрим. А, так, ну все в порядке вроде. Зеленый цвет. В окна. Пошел порыбачить во время Не, ну сна. мне было просто интересно, смогу ли я, типа, выйти в ночь. Это ж новый интерактив, по сути. Так, там все в порядке. Ты не докажешь это ни врачам, ни друзьям, ни даже себе. Когда они приходят, все вокруг замирает, ни один электрон не дрожит, ни одна тень не колеблется. Они знают, когда ты слушаешь, когда прикидываешься, когда дышишь неправильно. Шум эфир. Прием, маяк, мы рады видеть вас. Симфония, я тоже рад тут видеть. Как хочется укрыть скорее в порту. Услышите голоса наши и наш рассказ. Мы просим вас о свете и комфорте. Круизный лайнер, кстати. Какие песни, что за вздор? Мне мыслится, вы сбрендили. Я слышу в вашем голосе укор. Понятно. А, Мне слов не жалко в эту ночь, ведь нам начертано судьбой. Не понимать, не превозмочь. Симфония явилась перед тобой. Какой у вас был маршрут? В Нью-Йорке мы взяли туристов. Хотели им свет показать. Но с техникой что-то нечисто. Прошу вас нам путь указать. Ну, поскольку ты круизный лайнер, то в целом ладно, хотя я бы и вас досмотрел. Погоди, а он же... Нет, не было установки этих... Только грузовые. О, Да. Типа он сказал быть внимательным на установке, вот именно что... Так. Так. Рейкьявик. Идешь в Блэк. Порт. Самым коротким маршрутом. Я благодарю вас, мой друг. Спасибо, что вы есть. Пожалуйста. Это моя работа. Так, все ли в порядке? А то опять, может, стены засрали. Да. там, по-моему, у тебя корабль на прием. Я знаю. Но он подождет, он на якоре. Я вот сейчас... Оп. Она сказала, что если я снова скажу про них, мне дадут таблетки. Я должен был держать глаза закрытыми, но однажды все равно открыл один глаз, только один. Он смотрел на меня из угла, без лица, без движения, просто стоял. Шум эфира. Я теперь буду каждый раз проверять так вот волны дополнительные. Маяк, ответьте. Сразу кто-то распечатали. Все спокойно, если не считать странных шумов в трюме, может, крысы. Как ваш путь? Все в порядке, ничего такого. Так, ну ты у нас баржа. Соответственно, ты поедешь сейчас в Дип Крик.
Маяк мы услышали, заходим в гавань. Надо поесть. Так я ж поел, ты чё? Так. А, Привет. О, Иди домой, дурак. Зачем ты ходишь в лесу? Так, ну здесь все спокойно. ты картину не хочешь Да, развить? пусть стоят, какая разница. Я пока не знаю, в чем прикол. Мой прием это миссия из университета Блэкфорта. Вчера Джеки, рыбак с осетра, отплыл от Аутсмута. Я вижу. Скажите, от него не было ли никаких сигналов? Я попросила их проверить странный остров, который видели другие рыбаки. Пока от них ничего. Волнуюсь за него. Он должен был прибыть еще днем. Извините, я просто сдержалась на работе. Эта вспышка не дает мне покоя. А то, что говорят в новостях, бред сивой кобылы. Да, мы встречаемся, по крайней мере, стараемся, когда он прибывает в Блэкфорд. Но это неофициально. Джеки не хочет, чтобы его отец знал. Окей. Когда-нибудь слышали про события Керриктона? Почти 200 лет назад тоже было мощное сияние, которое почти уничтожило телеграфную сеть. Так вот, это сияние раз в 10 мощнее, куча заряженных частиц, очень большое напряжение. Вот все и горит. Что это за остров? Неизвестно, на картах ничего подобного в том районе никогда не было. Либо от нас его хорошо скрывали, а теперь, когда у них кончились ресурсы, стало не до этого острова. Не знаю, очень интересно узнать, что там. Так, наверное, вы правы. Сегодня был тяжелый день, но у меня получилось пробиться в администрацию. Сперва они пытались меня выставить, как обычно, но декан помог, и теперь нам должны помочь развернуть наблюдательную станцию. Видели бы вы глаза шерифа. А чё не шефа? Шефа моего видела? Тварь, конечно, он. Я их всегда... Я их всех выведу на чистую воду. Буду рад помочь. Я надеюсь, вместе мы сможем разобраться, от чего или от кого надо защищаться. Если они, конечно, позволят. Спасибо, что выслушали. Надеюсь, Джейки, все в порядке. До связи. До связи. Все еще в лесу. А, так, что ты тут один? Где твои родители? У тебя интересные глаза. Покажи глаза. Кто-то смотрит из них, чужой. Ты пришел сюда лазить. Ну, давай узнаем. Молодой человек, разговаривать с незнакомцами нельзя. Я молчал, а он говорил и говорил. Так, а кто кого пугает, ты меня или я тебя? Давай определимся как бы. Простите нас, смотритель, мы заплутали на ночном... Он сейчас Она сейчас попросит впустить. Мальчику не спится. Ну, пойдем до свидания. А, нет, ладно, я ошибся. Я подумал, она скажет, типа, можно мы у вас переночуем? Ты это слышал? Нет. Кого-то обманываешь, что это слышал. Залезь в шкаф, пожалуйста. Спрячься и не вылази А оттуда. шкаф закрыт. Где? Я тебе говорю открыт. Залезь в него. Залезь в него, спрячься. А зачем я прятался? Не знаю. Ну, я тебе просто к носу показать, что можно прятаться в шкафу. Прикольно. Никто там тебе Мне, ничего не нарисовал больше. мне не нравится, что он Не Что он пугает, да? фонарик убирает. Нет. Оп. Это крест. Мне нравится, я же говорю, маяк отключил опять, собака. Ну ты понимаешь, что это не для тебя включал, не тебе его выключать. Ну, раз все равно поднялся, то посмотрю, что здесь работает.
Так, там корабль был, я видел. Погоди, а если я... А если я еще раз спрячусь? Ну тут, А ты скорее всего, работаешь, ты прятаться... спрячешься? Да, вон, смотри, что-то происходит. Блин, это хулиганство какое-то. Я прячусь, а он мне лампочки убивает. Твои, да? Любому тут пацан. И маяк вот решил, кстати. Угу. Я хоть не нарисовал больше ничего. Ну, хотя бы, да, пенисов не нарисовал. А зачем ты подумаешь-то? Ну, посмотреть, Что? вдруг он что-то нарисовал. М. Это, скорее всего, тоже влияет на рассудок. Так, фонарь держи на боку. Опа. Центр — это Кальмар 4. Выходим в зону штиля. Обнаружена странная тень под корпусом. Громкий треск. Углы возврата не совпадают с картой. Пульсация на 13 Гц поднимается вверх. Все. Кстати, я сейчас хочу найти вот зеленую эту частоту, которая типа будет корабельная. И посмотреть, есть ли еще. Кажется, персонаж устал. Нет, значит, их ограниченное количество всего может быть за эфир. Получен сигнал, маяк, прием, на связи яхта роскошный. Проведите меня в... Вот он, корабль, везущий Эмбер в город. Коробки светящейся радости, туманящие сознание. Отправь его ко мне, смотритель, защити город от этой напасти. Уничтожьте яхту вместе со всеми содержимым. О как. Я даю тебе шанс, смотритель. Шанс взять свою судьбу и судьбу твоих близких в свои руки. Давай-ка спаси их от этого нового наркотика, уничтожь этот корабль. Я вижу все. Обычная яхта, трюм которой набит светящейся отравой. Обычная яхта, капитан которой надеется, что ты ничего не заметишь. Обычная яхта, решившая пришвартоваться к крупному городу ночью посреди комендантского часа. Ладно, ты мне дал пару подсказок. Кстати, я насчет этого видел, у меня есть вопрос. Давай вопрос. А что, если его отвезти не в Блэкфорд и не к Мгм. чудищу, Я а в тоже Дип подумал Крик? сначала. Да, я ж тоже про это подумал. Слушай, а расскажи, что будет, если я чудищу передам, раз я все Не равно знаю, поведу я его до в этого Дипкрик. момента только засмотрел. Честно. Значит, мы будем первопроходцами. К чему такая спешка? Слушайте, вы делаете свою работу и совесть. Вы намекаете, что что-то хотите за нами получить. Ага. Ага. А разве комендантский час распространяется на море? Пошел к Блэкфорду и лягу спать. Просто... Ладно. Давай я в Дипкрик его реально отведу. Ну, типа, это как-то сомнительно все равно. Надеюсь, координаты правильные, спасибо. Ага, ты думаешь, что просто следуя правилам сможешь что-то изменить? Ты недостойный этого маяка. А недостойны должны быть в канаве. Дохлые псы. Кажется, я снова устал. Блин, он тут опять набедокурил. Ты посмотри на него. Кстати, там что этот? А, нет. Дверь закрой. Собака. Вот это да. Мыши-то, конечно, завелись. Ну, и твари, надо отравить их. Ладно, давай. Давай картину развешу. Развесил. Микрорыбка пусть, не знаю, тут висит. Нет, она пойдет со мной. Вот это пусть здесь висит. Против рабочего стола будет. Да. Вот это... А, вон, тут есть вот так. Что ж я тебя роняю все время.
Так, это первая, а вот вторая. Что-то непонятное. ДБ, ДБ. Event, comment, the text, анализ, complete. М, Прикольно. shutdown. Короче, ну я примерно понял, но озвучивать я не стану это, потому что это чисто на том, как я это понял. Ну, озвучь, чтоб я хотя бы понял. Но это ошибочный сигнал, если я правильно понял. Хоть Рисунком? кто-то ломится. Нет, там типа, если я правильно понял, то это передавалось этот, как это правильно называется, типа отчета. Ну, это мои догадки. Да что такое, я сканирую эфир уже третий день, но странное сияние. Что-то постоянно меняется, если станция была на одной частоте, через час уже может быть на другой. Как нам поддерживать радиосвязь? Все перемешано, шум, какие-то странные передачи. А, старые передачи, за что нам все это? Сигнал корабля, ловец морей. О! У нас какая-то страхолюдина на борту, полюбуйтесь-ка. Выловили возле странного острова недалеко от гавани. Пройдите на споре... А, в поре. Пройдите на спор, сдадим ученым. Ну, про вас мне ничего не говорили, а ты похож на рэпера. Нет, подохла, на волнах болталась. Мы поодаль от этого острова проходили где-нибудь хать, вот и подобрали. Это Джеки, что ли? Не видели его, но мы к острову близко и не совались. Может, там был отшвартован. Понятно. Так, Понял, ну в возле того целом... острова тусовались тоже. Ну да. Так. Давайте, мужички, полетели. Да, идем в гавань, ставим Тверину в город. Да, давайте. Так, если бы не стук в дверь, я бы сейчас пошел и посмотрел частоты. А, Мне показалось. не, ну, что, не слышу, прям отчетливый такой. Слышно. Если хоть раз вдохнешь глубже, они решат, что ты проснулся. Если проснулся, значит хочешь видеть, а если хочешь видеть, тогда тебе покажут. Я увидел. Теперь я не сплю. Уже 13 ночей, скоро они вернутся. Ну, поспать бы тебе. Маяк, мы на подходе. Перевозка грузов. Как обстановка? Держимся, но несколько человек уже пожаловались на странные сны. Просто нервы. Давайте не будем в этом, пожалуйста. Окей. Ну, дипкрик идешь. Ну, Там уже одна яхта тусуется. м. Как раз узнаешь, что там с ними. Мгм. Понял вас, вижу огни порта. Так, а я... Да есть бы тебе. Да. Я думал, это будет легче. Я думал, ее на больше будет хватать по времени. Ну, ты же перед этим не наедаешься. А надо? Ну, тебе же сказали, как заполнишь шкалу, пирог будет активен. М. Наконец смена закончилась. Не нравятся мне все эти истории про остров. Чёртово сияние все портит. Просто делай свою работу, думаю, будет только хуже. Ну ты делай свою работу, куда ты лезешь. Да, кто бы говорил, нужен был бы я, если бы ты не косячил. Так я и не косячил. Нужно было бы сидеть всю ночь с этими кораблями, если бы нет северное сияние. Ай. А, к черту все это, пойду спать. Вали. Кстати, По итогу. главное, что он тебя не оштрафовал за неправильное судно. У тебя паутина над картинами. Вернись обратно. 3 июня 1859 года. Сегодня пришло письмо от Мэри. Корабль должен быть здесь через 2 недели. Я начал обживать маяк. Мне помогают деревенские, некоторые дают в дар свои ненужные вещи. Жизнь на таком отдаленном острове трудна и опасна.
Староста деревни говорит, что особенно сложно зимой, еды почти не остается. Но с моим опытом в торговле и состоянием моего почившего отца, я думаю, мы сможем создать здесь райский уголок.